Тяжело больной взрослый или ребенок, человек, который не может и двигаться, и сообщать о своих просьбах. Значит ли это, что у него и у близких контакт потерян навсегда? Или можно обеспечить не только уход, но и взаимодействие? Будем говорить сегодня на такую сложную тему в программе «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. Сегодня наш гость Наталья Андреевна Корец, заведующая отделением интерната для детей с тяжелыми нарушениями здоровья и интеллекта «Мишутка», с таким ласковым названием. Наталья Андреевна, очень рада, что вы в нашей студии. Вот разговор, к которому подступиться на самом деле сложно, а поводом стал новый проект и программа, которую вы реализовывали на протяжении почти целого года. Ну, собственно, забота о детях, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем, это как раз забота сотрудников интерната на протяжении уже очень многих лет, и как человек, который неоднократно был, я понимаю, что там действительно много опыта, много интересного, и там, где другим кажется, ну какое взаимодействие с такими детьми, вы делаете вещи совершенно невероятные. Но необходимость создать целую программу, которая, когда я читала ее, она в буквальном смысле по полочкам разложила вот все особенности ухода за тяжело больными, лежачими детьми, у которых во многом нет возможности себя обслуживать, нет возможности с помощью речи донести, что они хотят или что их беспокоит. Но, казалось бы, самые сложные пациенты, потому что, по крайней мере, когда можно спросить, но это уже многое решает. У вас пациенты очень сложные. В какой момент возникла необходимость обобщить ваш опыт и оформить его вот в некую такую программу? Мы развивающим уходом занимаемся уже давно, накоплен большой, богатейший опыт у нас. И, естественно, стал вопрос о систематизации этого опыта. И тут нам помог фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они объявили конкурс. Именно вот наша тема была «Развивающий уход за детьми» с тяжелыми множественными нарушениями развития, и в том числе использование средств альтернативно-дополнительной коммуникации. Об этом отдельно будем разговаривать точно. Да, вот так называется наш проект. Так, направление. Мы приняли участие, написали программу, написали заявку, отправили ее, и что удивительно, мы заняли первое место, набрали максимальное количество баллов. Для нас это была, конечно, неожиданность, ожидаемая неожиданность, как можно так сказать. И приступили к его выполнению. Значит, проект мы приступили к выполнению с 1 апреля 2020 года. Сложный период. Да, сложный период. Мы в то время уже находились... Наш интернат был уже в закрытом режиме, то есть реализация проекта, как раз сама реализация проекта пришлось на такой сложный период для нашего учреждения, но мы с этим справились. Буквально 30 сентября заканчивается наш проект, но мы не собираемся его заканчивать на этом, то есть мы будем продолжать его и дальше развивать. Была сформирована целевая группа детей, мы взяли 25 детей, потом в процессе реализации проекта еще девочка одна поступила к нам, и мы поняли, что этот ребенок тоже нуждается в нашей помощи, именно такой расширенной помощи. И мы тоже ее включили в проект. Сейчас у нас 26 детей в проекте. Проект осуществляют все педагоги, которые работают в учреждении, практически все сотрудники. То есть количество сотрудников, которые принимают участие в реализации проекта, 55 человек. Это и младший медицинский персонал, и медицинские работники, и педагоги дополнительного образования. То есть огромное количество людей задействованы в реализации нашего проекта. У нас есть соисполнители, то есть наши дети обучаются в школе, в Самборском филиале Сатинской школы, и сотрудники этой школы, преподаватели, педагоги, учителя, которые работают с нашими детьми, они тоже как соисполнители проекта. То есть в процессе проекта мы создали на каждого ребенка индивидуальную программу развивающего ухода. И эта программа, в этой индивидуальной программе развивающего ухода, сконцентрирована
план, так можно сказать, работы с этим ребенком. То есть там мы взяли 4 направления. Это бытовая независимость, бытовая самостоятельность, то есть развитие бытовых навыков. Это развитие двигательной активности. Это, естественно, коммуникация и социализация детей. И вот наши педагоги, они реализуют тоже программу, специальную индивидуальную программу. Педагоги школы, они обучают детей по специальной индивидуальной программе развития. То есть и мы таким образом сделали, что состыковали программу развивающего ухода и вот эту вот программу, специальную индивидуальную программу развития, СИПР так называемая. Наталья Андреевна, я не могу не спросить про результаты, ну, глобально не результаты программы, да, а вот давайте теперь детально. На каждого ребенка была составлена индивидуальная программа. Соответственно, вы хотели получить что-то, научить его чему-то или организовать вот быт, вот эту вот среду вокруг него таким образом, чтобы именно для этого ребенка в его положении она была максимально комфортным. Вот да. Как это удалось сделать? Комфортно развивающая среда, как так называемая. Естественно, прежде чем составить эту индивидуальную программу развития, мы провели диагностику детей, расширенную диагностику детей провели вот по 4 вот этим вот направлениям. И для каждого ребенка выбрали то, что определили то, что ему необходимо, и то, что он может, его вот, ну, реально для него, реально может он освоить это. Естественно, после проведенной диагностики мы вот составили индивидуальную программу развития. Программа уникальна. Почему? Потому что она подстроена, как мы называем, под каждого ребенка. То есть мы не сравниваем детей друг с другом, мы сравниваем его только с собой. Я хочу попросить вас проиллюстрировать ответ на примерах. Я понимаю, что есть персональные данные детей, мы их сейчас не будем пока касаться, но вот есть определенный ребенок, мальчик или девочка, с его умениями или неумениями, с его навыками, с его способностью говорить хотя бы на каком-то очень простом уровне, или наоборот, он может там жестами общаться, еще каким-то образом. Вот что удалось сделать? Ну вот это уже ближе к коммуникации. Почему? Потому что основа, конечно, наши дети безречевые. Среди 26 детей, которые находятся в целевой группе, у нас 80% безречевые, даже не 80, а 85% безречевые дети. То есть они не могут общаться в привычном для нас вот выражении. То есть речь для них это невозможно. Почему? В силу физического развития, в силу психологического развития они просто не могут говорить. Или же могут говорить произносить отдельные звуки. Некоторые могут произносить отдельные слова. Могут они произносить. Но для нормального общения это, естественно, недостаточно. То есть ребенок не может сказать, что он хочет, что у него болит, что ему нужно в данный момент. Вот, Опять же, я хочу сейчас небольшую ремарку внести, потому что вот если кому-то до сих пор казалось, что это тема разговора, которая касается очень узкого сегмента, да, педагогов, которые работают с такими детьми, семьи, которые оказались в такой ситуации, то на самом деле людей, которые в какой-то момент физически лишились возможности говорить, их не так мало. Это люди, которые перенесли инсульт, взрослые, которые пострадали в определенный период. И врачам, и близким, которые за ним ухаживают, все равно очень важно наладить коммуникацию. Многие просто не знают как. Да, действительно. И вот поэтому одно из направлений развивающего ухода – это, во-первых, коммуникация. Наверное, она самая главная. Может быть, даже вот бытовая независимость, то есть ребенок, чтобы был независим в бытовом плане, а коммуникация, наверное, на втором плане стоит. Почему? Потому что ему нужно каким-то образом заявить о себе. Значит, и вот это вот направление, коммуникативное направление, мы его развиваем таким образом. Значит, на каждого ребенка были созданы индивидуальные коммуникативные альбомы. Вот я покажу пример одного из альбома. Значит, здесь, в этом альбоме, огромное количество карточек. Вот. И неговорящий ребенок, если ему, допустим, что-то необходимо, он выбирает
какую-то карточку и говорит, что ему нужно. Здесь карточки разные. Вот, допустим, это игрушки. Да, это одежда. Вот, допустим, что-то, да, кто-то что-то хотел. Это, значит, здесь уже действия какие-то, что желает нам рисовать или еще что-то он желает делать. Вот, ну, вот такой набор карт. Вернее, вот такой коммуникативный альбом с набором карточек. То есть сначала ребенок просто свое желание или определенный предмет учится соотносить, или взрослый, да, с какой-то карточкой. Работа вот с этими карточками – это очень трудоемкий процесс. И для того, чтобы ребенок уже освоил и мог работать с этими карточками, и мы могли с ним, это проходит огромное количество времени. Первое, это, что необходимо сделать, это научить соотносить карточку и предмет. Это первое. Допустим, мы смотрим, каким образом изучаем, провели вот диагностику, дальше идет наблюдение, смотрим, каким образом его поведение говорит о коммуникации. Допустим, если он захотел петь, он каким-то образом себя ведет. То есть, и когда вот это ежедневное наблюдение, мы понимаем, что да, действительно, когда вот он ручкой там себе гладит, или ротик трогает, или еще что-то, это уже посыл к тому, что ему нужно петь. Когда мы его напоили, все, это ребенок успокоился, или он плачет, допустим, что-то там у него болит, или лежит он не так, у него там, допустим, ему больно. Естественно, мы смотрим об этом, значит, ребенок и тем самым нам говорит, мы понимаем его поведение, нам говорит о том, что что-то с ним не то происходит, или что-то он желает нам сказать, заявить о себе. Да, и один из способов альтернативной коммуникации – это карточки ПЭКС. Значит, на карточках, вот у меня здесь находится, я могу вам показать, это коммуникативный брелок, общения. Вот у нас у каждого ребенка такие брелки есть. Значит, вот здесь что изображено, вот, допустим, нет, не хочу. То есть можно нет. Спросить, да, ребенок сигнализирует. Да. Вот жди здесь. Здесь вот такие вот символы. Помоги. Вот, ему, значит, если плохо. Мне плохо. Очень вот важно. Он, показывает эту карточку. Хочу в туалет. Тоже вот очень он важно. Показывает. Да. Спать. Хочу уйти. Вот такие вот карточки у нас есть. Это что такое? Еще один альбом, это рабочая тетрадь, наверное. Да, это рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь формирования основных понятий о повседневной жизни. И что может ребенок сделать уже с помощью этого? Ну, допустим, вот дни недели. Можно запомнить дни недели. Вот первый день недели – понедельник. Вот. И ребенку наглядно объясняют, например, наглядно сколько дней должно пройти еще и до какого-то события. Да, что неделя. Неделя состоит из 7 дней. Допустим, вот здесь времена года. Мы обучаем детей временам года. Вот, пожалуйста, карточки зима и 3 месяца зимы. 4 времени года, 3 месяца зимы, допустим, весна, лето, осень. Они запоминают, мы им показываем, и они, естественно, самостоятельно или с помощью взрослого выкладывают эти карточки. Не говорящие дети. Таким образом, они, допустим, я что-то хочу есть, я люблю вот это. Причем они все подвижные, эти карточки, ребенок может убрать что-то, например, какой-то продукт, который ему не нравится. У нас набор карточек есть, вот, пожалуйста, набор карточек есть здесь. И он выбирает то, что ему хочется. Вот еще один, сейчас я вам покажу. Я занимаюсь. Занятие у меня идет, допустим. Что необходимо для занятий? Вот мы будем сегодня рисовать. Что мы берем? Краски, фломастеры. Если мы будем сегодня вырезать, возьмем цветную бумагу, возьмем Или он ножницы. может таким образом попросить, что ему что-то требуется. Да. Ему что-то требуется. Так, у меня болит, вот главное. Очень важно. Да, важное. То есть вот она, красная кнопочка, и он может показать, где у него болит. Допустим, болит горло.
Вот один из способов альтернативной коммуникации. Один из способов альтернативной коммуникации. Наталья Андреевна, еще один момент, который прописан у вас в программе, и мне кажется, если человек со стороны начнет ее читать, его это несколько удивит. Там, например, есть праздники и развлечения для детей с тяжелыми заболеваниями. У некоторых просто в голове случается диссонанс, когда они думают, зачем праздники, если ребенок тяжело болен. Что дает этим детям вот такая социализация, вот такие вот моменты активные? Во-первых, наши дети больны, но это не значит, что они лишены всего, что лишены другие люди. Они должны жить обычной, нормальной жизнью. И мы должны создать им условия для такой нормальной жизни. Почему? Если ребенок не говорит, это не значит, что он этого не хочет. Он просто не может нам об этом сказать. Вот. А вот эти вот... Да, вот, пожалуйста, мы используем, обучаем его этому способом, используя вот эту технологию, мы обучаем его, помогаем ему выразить свои желания. Точно так же здесь. Ребенок, он такой же ребенок. Ему также хочется веселиться, ему также хочется резвиться, ему также хочется играть со всеми вместе. Но пускай он ограничен в движении. Поэтому мы создаем праздники таким образом, чтобы каждый ребенок мог поучаствовать в этом празднике. И вот в рамках проекта, он называется у нас «Шаг вперед», то есть вот мы таким образом название этого проекта, что действительно в процессе работы с ребенком ребенок сделает шаг вперед в своем развитии. Вот в рамках реализации этого проекта мы запланировали культурно-досуговые мероприятия. Что проводили с детьми? Мы проводили кукольный театр для детей «Зайушкина избушка». Мы проводили оздоровительные мероприятия «Солнце, воздух, вода», наши лучшие друзья. Заключительное мероприятие у нас будет флешмоб «Возьмемся за руки, друзья», вот буквально в сентябре будет. Дети с большим энтузиазмом принимали участие, с большим воодушевлением, так ему нравилось. Особенно сказка «В гости» к нам пришла. Они вспоминали героев любимых сказок. У нас были развернуты площадки, несколько площадок и со знакомыми сказками. Допустим, сказка «Три медведя», «Курочка Ряба». И был такой импровизированный поезд, потому что дети в целевой группе, основная масса их лишены движения. И вот это был у нас веселый поезд, и на этом веселом поезде ребятишки подъезжали к этим станциям. И они узнавали знакомые сказки, мы задавали им вопросы, сколько медведей было, 3 медведя, допустим, они показывали, кто-то как-то мог показать, кто-то говорил. Потом медведи с ними разговаривали, подходили. Дальше мы подъехали к станции «Курочка Ряба». Там сидел пригорюнившийся дедушка с бабушкой, потому что яичко разбилось. И ребятишки с помощью пазлов собрали яичко, и бабушка с дедушкой заулыбались. И дети заулыбались. Почему? Потому что они помогли это сделать им. Вот. Дальше мы подъехали к станции Репка. И дети приняли сами участие в этой сказочке. То есть они вместе с дедушкой, с бабушкой и с внучкой помогли вытащить вот эту такую большую репку. Естественно, эти мероприятия раскрепощают детей и способствуют развитию повышению уровня их социализации. Наталья Андреевна, еще один момент. Вот не случайно я в самом начале сказала, что пусть нашим зрителям, мне кажется сейчас, что эта тема интересна узкому кругу людей. Дело в том, что среди участников проекта были в том числе родители детей, которые осуществляют уход дома за детьми тяжело заболевшими, за детьми лежачими, может быть, с какими-то заболеваниями, которые как раз осложняют возможность коммуникации. Опять же, я не зря сказала, что есть люди, которые впервые сталкиваются с такой проблемой. Заболел кто-то из родственников, потерял возможность
или ходить, или разговаривать. Уход надо каким-то образом осуществлять. И самое главное, вот то, о чем вы говорите, сделать так, чтобы человек не просто чувствовал себя немножко лучше, а чтобы жизнь, в общем-то, максимально полноценно в этой ситуации продолжалась, включая социализацию, общение, включая какие-то развлечения. Весь ваш опыт. Вот как вам кажется, кому он может быть полезен, и самое главное, где с ним познакомиться, потому что целевая группа – это одно, а все вот эти вещи, о которых вы говорили, по большому счету, этому должен научиться любой человек, которому в жизни так или иначе приходится общаться с какими-то заболевшими близкими или не очень близкими людьми, которые в какой-то момент лишились возможности двигаться, общаться, и эти навыки, они могут пригодиться совершенно точно. Ну, я сказала, что у нас накопился огромный, богатый материал, наши педагоги, и мы поделились, издав такие методические рекомендации. Значит, методические материалы по формированию бытовых навыков. То есть как научить человека самостоятельно умываться, чистить зубы, одеваться. Дальше, это брошюрка «Развитие двигательной активности». Очень важно. Почему? Потому что наши дети, некоторые лежачие и передвигаются только в коляске или самостоятельно вообще передвигаться не может. Вот каким образом развивать двигательную активность у такой категории детей. Дальше социализация, социальная адаптация. Вот одно из направлений развивающего ухода. И особенности общения. Развитие общения, формирование навыков общения у неговорящих детей, используя средства альтернативной дополнительной коммуникации. Вот эти сборники, методические материалы, они будут полезны и для родителей, воспитывающих таких детей. А таких в области несколько тысяч, надо сказать. И для специалистов, которые работают с этими детьми, как в учреждениях образования, так и в учреждениях социальной защиты. И вот такой вот большой материал, методический сборник, информационно-методический сборник, он так и называется, для специалистов, родителей, по организации развивающего ухода за детьми. Вот здесь собран весь тот материал, который мы накопили, весь тот опыт, который мы накопили в процессе реализации проекта. Есть ли он в электронном виде? Есть в электронном виде. Есть и в электронном виде, распечатанном виде, то есть мы можем им поделиться. Самое главное, что действительно этот опыт, эти знания теперь могут стать более доступными большому количеству людей, которые столкнутся с необходимостью не просто ухаживать за детьми, а еще и действительно сделать их жизнь максимально полноценной и свою, по большому счету, тоже, потому что получать радость от общения даже с тяжело больным ребенком все равно нужно уметь, продолжать, и вы готовы вот именно этим своим опытом и знаниями делиться. Поэтому спасибо вам большое за то, что реализовали этот проект, за то, что смогли рассказать сегодня об этом в нашей студии. Успехов вам в дальнейшем. Спасибо. Это было «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. До встречи.